Вода – это еще одна степень свободы для человека. Поэтому здесь просто очень много лодок. Самое интересное – приходить сюда во время отлива, когда вода уходит в океан. Ребята, мы второй раз приехали в очень необычный кемпинг. Он находится на восточном побережье Северной Каролины, США. Здесь поистине уникальное природное образование. 3 экосистемы тесно взаимодействуют друг с другом. Во-первых, это сами барьерные острова, такие узкие полоски суши, намытые белым океанским песком. За барьерными островами начинается пролив, который отделяет их от материка, а в местах впадения рек эти проливы переходят в соленые приливные болота. Здесь везде живут люди, и этот водный мир определяет их образ жизни и любимые занятия. Что крабы делают в болоте? Как выглядит многоэтажная парковка для лодок? Можно ли парковать лодку у себя во дворе, а потом прямо с порога отправляться на рыбалку? Обо всем этом и не только смотрите в нашем видео. Снаружи берег защищают барьерные острова Северной Каролины. Эти пляжи с мелким белым песком считаются одними из лучших в мире. Естественно, они стали курортами, и летом сюда стекаются отдыхающие, особенно с детьми, ведь здесь не только лучшая песочница для строительства замков, но и вся необходимая курортная инфраструктура, и магазины, и развлечения, и природные парки с многомильными пешеходными тропами по нетронутой дикой природе, и зоны для пикников, конечно. Не знаю, нужно ли об этом говорить, здесь это кажется очевидным. Все пляжи бесплатные и чистые. На выходе всегда есть душ и кран, чтобы ноги помыть. Вообще туризм является одним из ключевых факторов экономического развития барьерных островов. Для удобства туристов и местных жителей здесь построили большое количество мостов, которые соединяют материк с островами, соединяют различные части островов между собой. Мосты бесплатные, по ним комфортно ехать, пробок мы пока не видели. Острова, в свою очередь, защищают со стороны океана песчаные дюны. То, что на них растет, способно выживать в суровых условиях. Пески постоянно движутся, соленые брызги приносят ветер, а поверхность песка может нагреваться до 60 градусов. Люди укрепляют дюны, чтобы они не вымывались нагонной волной и сильными штормами. На первой линии береговой зоны, сразу за дюнами, стоят частные дома. Большинство из них сдается в сезон, целиком, частями или апартаментами. Но в ноябре сезон уже окончен, и по вечерам окна домов не светятся. Кстати, на первой линии вдоль океана могут стоять и поселки мобильных домов, и RV-парки, места в которых тоже сдаются. На островах и на материке в целом очень много различных мотелей, ведь сюда приезжают не только в отпуск, но и просто на выходные. Вода – это еще одна степень свободы. Поэтому здесь просто очень-очень много лодок. И тут даже есть такие специальные заправки, куда можно приехать с лодкой на прицепе и заправлять именно лодку. И здесь, конечно, очень-очень-очень много рыбалки. И рыбалки океанской, и рыбалки в заливах. Понятное дело, что в океане это и ветер, и волна, и для океана нужны лодки побольше, вот типа как те, которые стоят у меня за спиной. К тому же здесь есть вот такие вот места, где их можно парковать, вот такие заливы, вот такие вот порты, марины, где можно просто стоять у вас у причала, где вы можете ее поднять, чтобы она не обрастала. Здесь здорово развита вся эта инфраструктура, потому что есть на это спрос.
А вот с большими судами здесь уже намного сложнее. Все-таки здесь песок, здесь мели, здесь практически нет грузовых портов, что, кстати, в свое время достаточно серьезно повлияло на экономическое развитие данного региона. Ну, а если вам не очень нравятся все вот эти волны, ветер, брызги, у вас есть прекрасная акватория. Это внутренние заливы, где гладкая вода, где уже можно взять лодочку поменьше, попроще, полегче и подешевле. И это как раз третья экосистема, которая играет ключевую роль в местной жизни. Здесь сосредоточена большая часть активности. Прогулки, рыбалка, каякинг. Все это доступно и безопасно. А на земле гольф-клубы и много разных комьюнити по интересам. Ведь, как мы заметили, многие местные жители – это вышедшие на пенсию американцы. И они живут здесь насыщенной социальной и спортивной жизнью. Везде, где это возможно, участки внутреннего берега проливов застроены waterfront домами с собственным выходом к воде и причалом. В домах с несколькими апартаментами есть несколько швартовочных мест, чтобы все лодки были на своих местах. Причалы, помосты, сваи, столбы – все здесь всегда строится из дерева. Металлические конструкции очень редко можно встретить. Мы видим, что здесь прорыты небольшие каналы, чтобы как можно больше домов имело прямой доступ к воде. Лодки иногда пришвартованы у причалов, но чаще их поднимают из воды, чтобы они не обрастали водорослями, ракушками и не пострадали во время сильных приливов. Ты приходишь на свой причал к своей лодке, кнопочку нажал, лодку опустил на воду и отправляешься в плавание прямо со своего двора. Наверняка местные уже знают какие-то острова, где есть пляжи, дикие места, где нет дорог и нет людей, которые подходят для ежедневных водных прогулок, спонтанной рыбалки и каякинга. Здесь погода для выхода на воду всегда хорошая, ведь акватория хорошо защищена. К тому же человеку проще иметь лодку за 15-20 тысяч долларов, а то и 3-4 тысячи, чем за 50 тысяч и выше. Кто не может позволить себе жить с выходом на воду, а таких большинство, привозят лодки к воде на прицепах. Это очень популярно, так как здесь много бесплатных спусков для лодок со стоянками рядом. Плюс лодка хранится на суше и не обрастает. Кажется, что в 5-10 милях от берега каждый клочок земли занят или магазинами, продающими лодки, или платными стоянками для их хранения прямо на прицепах. Мы даже на время ставили на такую стоянку свой трейлер, пока жили здесь в доме на хаус-ситинге. Мне кажется, люди из половины штата просто хранят свои лодки на таких парковках, а потом приезжают на выходные половить рыбку. А вот многоуровневую парковку для лодок мы видим впервые. Раньше мы такое видели только для машин в центре больших городов. Кстати, дома здесь совершенно разные. Есть большие дорогие особняки, но на первой линии залива много и обычных мобильных домов. Вот посмотрите вдаль за дома, у каждого собственный причал. А Mobile Home – это самое бюджетное жилье. Такие дома полностью собраны на заводе, с внутренней отделкой, кухней, санузлами. Их перевозят целиком по дорогам на больших грузовиках. В них можно жить сразу после покупки, но в этот же момент они начинают дешеветь, а не расти в цене, как обычная недвижимость. Мы заметили, что обязательной частью любого побережья здесь являются рыбацкие пирсы, выдающиеся далеко в океан. Здесь есть все необходимое для комфортной рыбалки. Столы для разделки рыбы, например, скамейки, закрытые от ветра, и хорошая компания единомышленников. Ведь рыбалка здесь не просто занятие, а часть повседневной жизни. Только в одном городе Морхед работает около 50 компаний, предлагающих рыболовные туры. Ловля креветок, крабов и различных видов рыбы стала обыденной практикой. Ну, еще можно просто наблюдать за сезонными миграциями рыб, дельфинами, играющими в проливах. Мне очень нравится наблюдать за пеликанами, когда они несутся над водой, синхронно опускаясь вниз, чтобы поймать рыбу. Мы иногда приходим просто пройтись по твердому песку вдоль прибоя на отливе, иногда устраиваем себе романтические ужины на закате.
Итак, мы двигаемся от океана к материку. После барьерных островов пролив переходит в соленые болота, за которыми стоят стеной вечно зеленые, зачастую непроходимые леса. Представьте себе, как через болото 2 раза в сутки проносятся приливы и отливы, оставляя значительное количество соли на дне. И это еще одна защита прибрежных и внутренних районов от штормовых нагонов, наводнений и эрозии. И мы поселились в таком кемпинге, который сам стоит в глубине этих соленых болот, но с другой стороны здесь рукой подать через мост до барьерных островов, до океанского пляжа. Здесь надежное укрытие от ветра и песка в ароматных сосновых лесах. И одновременно до пляжей, магазинов и всего-всего-всего 10 минут на машине. Вот поэтому кемпинг обожают туристы. Сейчас середина ноября, невозможно поверить, но в кемпинге нет ни одного свободного места. Здесь в океан впадает река White Oak, которая вместе с приливами и отливами создала тысячи мелководий, идеально подходящих для жизни. Над болотами построена система деревянных мостиков и тропинок общей протяженностью около 3 километров. По ним можно пройти пешком над водой между островками, а по суше тропинки идут в тени вечно зеленых деревьев. По утрам здесь много бегунов, владельцы выгуливают своих собак, а редкие велосипедисты пробираются по деревянным настилам. Это место оживает с первыми лучами солнца. Самое интересное – приходить сюда во время отлива, когда вода уходит в океан, обнажается дно болот, и можно наблюдать за зарождающейся жизнью. Морская рыба и крабы приходят сюда размножаться, и вода кишит мальками и маленькими крабами, которые потом отправляются обратно в океан. Это естественный питомник для рыбы, креветок, крабов, устриц – одна из самых продуктивных кормушек на планете. Местные растения удивительно приспособлены к высоким концентрациям соли и периодическим затоплениям. На уединенных скамейках можно в тишине наблюдать за птицами и водным миром болот, отключаясь от суеты внешнего мира. Здесь обитает множество птиц – цапли, пеликаны и много других видов, которые гнездятся поблизости благодаря обилию еды. В прибрежных городках типа Морхэт – классический американский старый центр для прогулок, шопинга, посиделок в кафе. Морхэт-Сити считается одним из крупнейших городов на побережье Северной Каролины. Его население примерно 12 тысяч человек, вроде немного, но его ежегодно посещают более 800 тысяч туристов. Конечно, не все здесь всегда спокойно и красиво. Шторма и ураганы регулярно приходят и разрушают привычную жизнь людей, их собственность. Жители вообще-то готовы к этим природным вызовам, они укрепляют свои дома, знают, что делать, когда приходит ураган. Кто-то строит свои дома на сваях, и это не зря. Например, сегодня ночью была бобровая луна, мощное полнолуние, из-за чего прилив был необычайно сильный, и на острове затопило часть улиц. Ну что, друзья, в этом коротком видео мы ненадолго погрузили вас в мир барьерных островов и соленых приливных болот Северной Каролины. Но на самом деле этот мир поистине огромен. Его часто используют в фильмах, когда нужно показать глухие места, дикие места Америки, как там живут люди. Здесь можно жить, имея лодку вместо машины, и дом, куда не ведут дороги. Он немного похож на огромную Венецию, только с той разницей, что все это происходит здесь в дикой природе, и ровно половина активности на воде. Мы только немножко приоткрыли для вас сюда дверку, а дальше уже советую вам самим приезжать сюда и исследовать этот мир.